Знаете, я занимаюсь преподаванием боевых искусств уже больше 30 лет. И за это время я видел тысячи разных людей. Мальчики, девочки, взрослые мужчины, женщины. Я видел столько много людей, что со временем научился их читать. Читать как раскрытые книжки. И знаете, в чем самая большая проблема всех людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни? Нет. Ни их эмоциональность, ни желание быть кем-то в чьих-то глазах, ни желание выделиться, самоутвердиться, получить уважение на пустом месте. Нет, не это. Самая большая проблема всех людей, которых я когда-либо видел, это полное отсутствие концентрации внимания. Я в своей жизни не видел ни одного человека, что был бы способен без тренировки удерживать свое внимание хоть на чем-то больше нескольких секунд. Но и это не самая большая проблема. А самая большая проблема, что это внимание, которое обычные люди не способны ни на чем удерживать, все время сконцентрировано на каких-то пустых внешних вещах. Как говорится, встречают по одежке, а провожают по уму. Я Петя, а я Маша. Я богатый, а я, как-то не очень, бедный. Я самый сильный, я самый умный, а я слабый. Меня нужно срочно пожалеть. Я самый быстрый, я самый лучший, а я самый ленивый. А у меня шмотки крутые. И тачка. А у меня сумочка от Гуччи. А я самый умный человек на планете Земля. И мне нужно срочно это всем доказать. Куча абсолютно бесполезных мыслей, которые носятся в человеческой голове как паровозики. И абсолютно бесконтрольные эмоции. Я обиделся. Вы знаете, вы меня разочаровываете. Ой-ой-ой, я чего-то боюсь. Знаете, многие люди думают, что боевые искусства – это умение махать руками, ногами, бороться, делать какие-то там захваты, броски. А на самом деле истинное боевое искусство – это умение за всей этой пустой мишурой видеть суть. То, что находится внутри человека. Все его слабости, все его возможности. Многие люди, которые занимаются боевыми искусствами, иногда занимаются не только какими-то там отработками технических приемов, ударами, руками, ногами, бросками, но и исследованием самих себя, медитации, эзотерические практики и всякое разное незаразное. И пока они что-то там делают, что-то там исследуют, медитируют по полчаса, их ум успокаивается. А потом опять наступают серые трудовые будни. И все возвращаются на круги своя. Мысли как паровозики, бесконтрольные эмоции. А шкатулка, в которую все пытаются заглянуть, открывается на самом деле гораздо проще. Есть такой фокус. Без всякой философии, без какой-либо эзотерики и без каких-либо медитаций. Все, что нужно сделать, это просто закрыть свои глаза и сконцентрировать свое внимание на дырках в черепе. А потом потихонечку открыть глаза и посмотреть на окружающий тебя мир. На людей, на события, на все что угодно. Только не глазами, а дырками в черепе. И делать так до тех пор, пока ты это можешь делать. И если делать так достаточно долго, или точнее все время, везде, всегда, то рано или поздно твое восприятие окружающего мира, людей, событий изменится. И ты начнешь видеть то же самое, что вижу я. И тогда никакие объяснения, никакая эзотерика, философия, медитация больше не будут просто нужны.
Ты увидишь людей, которые тебя окружают, события, которые происходят в твоей жизни насквозь. Ты увидишь, как человек механически реагирует на какие-то события в своей жизни. Ты все это увидишь, потому что ты перестал быть самым механизмом. Ты увидишь, где у человека боль, где у человека страхи, где человек фальшивит, лжет. Потому что ты лично перестал смотреть на маски. Ты лично просто перестал смотреть на декорации. Потому что ты начнешь смотреть на окружающий тебя мир из своего собственного центра. И для этого не нужны никакие объяснения, никакая философия, никакая эзотерика, никакие религии и никакая медитация. Потому что все это просто болтовня, которая не имеет никакого отношения к реальным действиям. А нужен только твой личный опыт и простой конкретный анатомический перенос своего собственного внимания внутрь своего черепа, из глазных яблок в пустоту. И знаете, что случится, если вы будете так делать достаточно долго? Однажды это станет вашей привычкой. И в этом смотрении вы вдруг не найдете там больше ни Пети, ни Маши, ни бедного, ни богатого. Там останется только одно – чистое, безмолвное «Я есть, я существую». Ни мысль, ни ощущение, ни чувство, ни все, что вы знали до этого ранее. По сути говоря, это даже невозможно объяснить словами, но вы точно почувствуете. Почувствуете присутствие того, чего не было в вашей жизни никогда. И тогда вы поймете, что все ваши мысли, все ваши страхи, все ваши амбиции – это просто шум, это просто звуки, доносящиеся откуда-то там, с улицы, пока ты находишься дома. А дом, в котором ты находишься, это ты. И дом этот пуст. Только это не какая-то там пустая пустота, а это пустота, наполненная до краев. И это никакая не тьма, не мрак, а это твой собственный внутренний свет, который ты начинаешь видеть во всем, что тебя окружает. И все. Простой фокус, который становится твоей жизнью. Кто говорит? Наверное, он, ленинградский почтальон.